Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такой красивый узор, моя разработочка. Прием я разработала специально для вас, интересно и необычно вяжется. Узор красиво смотрится как таким образом, так и перевернутый. То есть вы можете вязать полотно как снизу вверх, так и сверху вниз. Будет смотреться очень интересно и необычно. Видите, такая рельефность, объем. Вот такой интересный необычный прием. Мы с вами сейчас все провяжем. Раппорт высоту у нас с вами всего лишь 2 ряда. Вяжется достаточно быстро, хорошо и быстро запоминается узор. Присоединяйтесь, пишите в комментариях, что у вас получилось и где вы использовали этот узор. Спасибо, что вяжете вместе со мной, присоединяйтесь. Для работы я использую крючок 1,4. Пряжа 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Присоединяйтесь. Вы можете для этого узора использовать буквально любую пряжу, начиная от полушерсти и заканчивая 100% шерстью или полухлопком. Экспериментируйте. И прежде чем мы с вами начнем выполнять наш узорчик, хочу обратить ваше внимание. Смотрите, раппорт в ширину у нас 5 петель. Вот наш раппорт. И раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. То есть это ряд наших таких интересных приемов, которые мы с вами обязательно провяжем шаг за шагом. И ряд полустолбиков. Всего лишь 2 ряда вы будете повторять. Вяжется очень просто повторяйте за мной, и запоминается очень легко. И напоминаю, красиво и так смотрится. И приступаем к работе. Мы с вами будем выполнять 3 раппорта. 5 умножить на 3 – 15. И я добавлю 2 петли по одной петле с одной и другой стороны для формирования полотна. То есть всего я буду набирать 17 петель. Цепочку из 17 петель. У вас, конечно же, она будет другой, потому что количество раппорта будет другое. И я выполняю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Я выполнила цепочку из 17 воздушных петелечек. И далее, смотрите, я буду выполнять ряд полустолбиков. 2 воздушные петли подъема, накид. Пропускаю 1, 2, 3. И в 4-ю петлю ввожу крючок. Вот таким образом выполняю полустолбик. И далее я в каждую петлю буду выполнять по одному полустолбику. Вот таким образом. До конца моего ряда мы выполняем полустолбики. Мы выполнили ряд полустолбиков и можем приступить к выполнению ряда наших интересных и красивых приемов. В начале ряда что мы делаем? Мы выполняем с вами 5 петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5. И работу разворачиваю. Далее очень внимательно. Я выполняю 3 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку. И в следующую вершинку я ввожу крючок. И выполняю столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Выполнили. Далее я беру поудобнее, выполняю накид на крючок и смотрите, буду провязывать накид и нить столбика вот таким образом. Захватываю и вытягиваю. Давайте повторим, зацепилась ниточка и вытягиваю. Видите, да? Петли у меня остаются на крючке. Далее накид, ввожу крючок, захватываю и вытягиваю. Накид, ввожу крючок, захватываю и вытягиваю. Вот таким образом. Далее очень внимательно я ввожу крючок в следующую вершинку и вытягиваю. И далее я буду провязывать по 3 петли. Смотрите. Видите? 3,
3, 3 и 2, которые остались на крючке. Вот таким образом. Вот такой красивый, интересный прием у нас с вами получился. И мы продолжаем. И смотрите, я выполняю далее накид на крючок. И ввожу крючок вот под эту петлю. Вот видите, ее хорошо видно, которую мы с вами провязывали. И вытягиваю вот таким образом. Далее накид, ввожу крючок и вытягиваю. Далее накид. И теперь смотрите, очень внимательно. Я ввожу крючок вокруг нижней части столбика. Вот. И вытягиваю. То есть прямо как бы обвиваю нижнюю часть столбика. Вот видите, хорошо видно. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика. Захватываю и провязываю. Захватываю и провязываю. Захватываю и провязываю. И 2 петелечки на крючке. Вот таким образом. Вот такая красота у нас с вами получается. И далее мы продолжим. Далее я выполняю накид на крючок. Смотрите, и опять же ввожу крючок вот под эту петлю. Один раз натяжечку выполняю и второй раз накид, и еще 2 натяжки я выполняю под следующую. Вот видите петелечку, раз и 2. Далее я все петли провязываю вместе и выполняю воздушную и хорошо подтягиваю. Мой прием готов. Вот так красиво и достаточно просто у нас с вами получилось. Далее я выполняю 3 накида на крючок, пропускаю 2 вершинки и в следующую вершинку ввожу крючок. И выполняю столбик с 3 накидами. Вот таким образом. Далее я продолжаю работу. И буду выполнять точно такой же прием. Давайте повторим, я немножко быстрее его выполню. То есть я выполняю накид, ввожу крючок, видите, да, в накид и вытягиваю. Опять накид, ввожу крючок и вытягиваю. Накид, ввожу крючок и вытягиваю. Ввожу крючок в вершинку, вот таким образом. И теперь по 3 петли провязываю. Раз, 3, 2, 3 и 2 вместе. Выполнили. Продолжаю работу. Я выполняю накид, ввожу крючок и выполняю раз. Далее под следующую петлю 2 и под нижнюю часть столбика 3. Ввожу крючок в следующую вершинку, вытягиваю и провязываю по 3 и потом 2 вместе. Вот таким образом. И продолжаю работу. Я разворачиваю поудобнее, накид, ввожу крючок, делаю раз и 2. Накид, раз и 2. Воздушная и подтягиваю. Все. Вот такая красота у нас с вами получается. Так вы будете выполнять до конца вашего ряда. Мы выполнили ряд. У вас может быть другое количество раппортов в ширину. Напоминаю, раппорт в ширину у нас 5 петель. И я завершаю выполнение ряда вместе с вами. Смотрите, выполняю 3 накида на крючок. Пропускаю 2 вершинки и ввожу крючок в петлю подъема. Видите, да? Вот она. Сразу, которая идет за вершинкой моего полустолбика. И выполняю столбик с 3 накидами. Мой ряд завершен. И
И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Это у меня первый ряд раппорта высоту, и сейчас будут полустолбики. Я покажу, как их провязывать. Я выполняю 2 петли подъема и работу разворачиваю. Далее, смотрите, я выполняю накид, пропускаю вершинку моего столбика и под воздушный выполняю полустолбик. И считаю 1. Далее, смотрите, второй полустолбик у меня будет вершинку. Вот видите, да, вот моего как бы пышного вот этого столбика. Это будет второй. И далее в каждую вершинку моего приема. То есть еще 3. Всего должно получиться 5 полустолбиков. 2 мы сделали. 3, 4 и 5. Выполнили. То есть над каждым приемом мы выполняем 5 полустолбиков. И считаем, чтобы нам было удобно. И повторяем. 1. Далее 2. Далее 3, 4 и последний вот 5. И так над каждым нашим приемом. И у меня остался один. Я маленький, коротенький образец делаю, поэтому мы с вами довяжем. 1, 2, 3, 4, 5. И смотрите, я завершаю ряд вместе с вами. Я выполняю накид на крючок и ввожу крючок в петлю подъема. И выполняю полустолбик. Это у меня 5-я петля подъема или 1-я от вершинки. Очень внимательно. Я выполнила ряд полустолбиков. Раппорт высоту у меня готов. Это 2 ряда. И я могу приступить к выполнению следующего ряда. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно и выполните полотно на необходимую вам высоту. 1, 2, 3, 4, 5. Я выполняю 5 петель подъема. Работу разворачиваю. 3 накида на крючок. Пропускаю первую вершинку. В следующую ввожу крючок и выполняю столбик с 3 накидами. И наш прием, все как мы с вами выполняли. Я начну выполнять ряд. Смотрите, вводим крючок, вспоминаем, да, в накид. Берем поудобнее, потом мы с вами все поправим. И все петелечки на крючке у нас с вами остаются. Далее ввожу крючок в следующую вершинку и начинаю провязывать по 3 петли. Не спешим. 1, 2, 3 и 2 вместе. И еще раз точно так же накид под петелечку. И 1, 2 и под петлю. Ввожу крючок и вытягиваю. И по 3 петли. 1, 2, 3 и 2 петли. Выполнили. Вот такой красивый прием у нас получается. Мы продолжаем накид. И теперь делаем по 2 натяжки. 1, 2, накид. 1, 2. И теперь все петли на крючке мы с вами провязываем вместе, воздушно и подтягиваем. Далее я выполню еще столбик с 3 накидами, пропускаю обязательно 2 вершинки и выполняю столбик с 3 накидами. Далее вы продолжите выполнять самостоятельно. И вот такая красота у вас должна получиться. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать вот такой красивый, интересный узор. Вяжется он очень просто. Смотрится красиво и необычно. Раппорт ширину у нас 5 петель, раппорт высоту всего лишь 2 ряда. Очень легко запоминается. И смотрите, полотно смотрится хорошо, если вы будете вязать снизу вверх или сверху вниз. Очень необычно вяжется, но
получите массу удовольствия. Присоединяйтесь, вот такая рельефность, видите, узора. Интересно, красиво, необычно. Присоединяйтесь, обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы использовали такой узор. И спасибо, что ставите лайки и, конечно же, что пишите комментарии, вяжите вместе со мной. Творческих вам успехов и до новых встреч!